Доктор Эриксон, опытный глициолог, потратил годы на изучение ледяных глубин Антарктиды. Но однажды, когда он стоял возле огромной дыры в леднике, он услышал жуткий звук, эхом отдающийся изнутри. Любопытство взяло верх, и он вгляделся в темноту. То, что он увидел в глубине замерзшей пропасти, заставило его кровь застыть в жилах. Доктор Эриксон колебался, но в конце концов решил спуститься в ледник, используя свое альпинистское снаряжение. Шаг за шагом он спускался в ледяную пропасть. Жуткий звук продолжал отдаваться эхом, становясь все громче по мере того, как он спускался. Он остановился на мгновение, внимательно прислушиваясь. «Что это такое?» — подумал он вслух. Звук, казалось, доносился со всех сторон, из-за чего было трудно определить его источник. Он приземлился на узком выступе и заметил странные ледяные образования, напоминающие древнюю резьбу. Узоры были сложными, почти как на языке, который он не мог понять. Его фонарик высветил узкий туннель дальше по карнизу. Он глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Давайте посмотрим, что там внутри», и подумал, не вызвать ли по радио поддержку. Он решил осмотреть туннель в поисках каких-либо признаков движения. У него мелькнула мысль позвать на помощь, но он был слишком заинтригован, чтобы остановиться. Внутри туннеля доктор Эриксон обнаружил остатки того, что, по-видимому, было старым научным оборудованием. Ржавые металлические обломки и стеклянные трубки были разбросаны по ледяному полу. Он опустился на колени, счищая слои инея. «Они выглядят древними», — с удивлением отметил он. «Ему должно быть несколько десятилетий, а может и столетий», — подумал он. Он осмотрел предмет более внимательно, отмечая сложные детали. Какие бы исследования здесь ни проводились, они намного опередили свое время. Выводы были ошеломляющими. Он сфотографировал оборудование для документации, ощущая необъяснимую связь с неизвестными учеными, которые бывали здесь раньше. Продвигаясь глубже, он заметил слабый мерцающий голубой свет, исходящий из-под стен ледника. Сияние завораживало, прорезая темноту, как маяк. Что могло быть причиной этого, гадал он. Заинтригованный и осторожный, он медленно подошел ближе, привлеченный таинственным сиянием, которое, казалось, бросало вызов ледяной среде. Могло ли это быть естественным или чем-то более необычным? Этот вопрос не давал ему покоя, пока он смотрел на таинственный голубой огонек. «Есть только один способ выяснить это», — пробормотал он себе под нос. Его пульс участился, когда он обдумывал свой следующий шаг. Он решил следовать за светом, несмотря на то, что жуткие звуки становились все громче, почти направляя его вперед. Каждый шаг был обдуманным. Чувства обострены. Туннель изгибался, уводя его все глубже в ледяной лабиринт. Он двигался осторожно, понимая, что опасность может подстерегать за каждым углом. Новость о неожиданном падении доктора Эриксона дошла до его исследовательской группы в базовом лагере. Сара, руководитель группы, недоверчиво уставилась на радиоприемник. Он пошел туда один. «Почему вы нас не подождали?» — воскликнула она. Остальные члены команды обменялись обеспокоенными взглядами. Ситуация оказалась серьезнее, чем они ожидали. Они быстро осознали срочность и начали мобилизацию. Каждый из них знал свою роль в спасательной операции. Были установлены каналы связи, и они попытались связаться с доктором Эриксоном. «Эриксон, ответьте, вы слышите меня?» — позвала Сара, надеясь на быстрый ответ. Время шло, и каждая секунда была важна. Команда установила коммуникационное оборудование, чтобы попытаться установить с ним контакт. Были подняты антенны, откалиброваны радиостанции и протестирована спутниковая связь. Тем временем доктор Эриксон пробирался по коварным ледяным тропинкам, находя следы, которые, казалось, внезапно обрывались. «Как такое возможно?» — вслух удивился он, внимательно изучая отпечатки. Следы были свежими, что наводило на мысль о том, что кто-то недавно побывал здесь. Мог ли кто-то еще побывать здесь недавно? Задался он вопросом. Тишина вокруг не давала никаких ответов, только тревожное эхо его собственных вопросов.
Внезапный толчок, вызванный подвижкой льда, едва не загнал его в ловушку, но ему удалось найти узкий проход, ведущий в ранее неизвестную пещеру. Перед ним замаячила новая петля, вход в которую был темным и зловещим. Он подавил страх и шагнул внутрь, движимый любопытством и ощущением предстоящего открытия. Внутри пещеры доктор Эриксон обнаружил ряд загадочных символов, вырезанных на льду. Они покрывали стены, образуя замысловатые узоры, которые, казалось, рассказывали историю. Он составил каталог символов, но не понял ни одного из их значений. Его камера несколько раз щелкнула, запечатлевая каждую загадочную резьбу. Звук, теперь более отчетливый, эхом разнесся по пещере, отражаясь от резных фигур. Каждое эхо ощущалось как шепот из другого времени, который почти направлял его. «Это нереально», — пробормотал доктор Эриксон. Его дыхание было заметно в холодном воздухе. Звук, казалось, жил своей собственной жизнью, побуждая его двигаться вперед. По мере того, как он продвигался дальше, из-под ледяного пола исходило особое тепло, что указывало на активность Джетамала внизу. Он опустился на колени, чтобы пощупать нагретый лед, пытаясь понять его источник. Открытие намекнуло на более глубокие тайны, побудив его копать дальше, несмотря на то, что леденящие душу звуки становились все более навязчивыми. Исследовательская группа доктора Эриксона получила спутниковые данные, свидетельствующие о необычных тепловых сигналах, исходящих от ледника. «Этого не может быть», — сказала Сара, изучая показания приборов. Аномалия была существенной и указывала прямо на местонахождение Эриксона. Команда собралась вокруг, обмениваясь обеспокоенными взглядами. «Кто-нибудь уже связывался с ним?» — спросила Сара, ее беспокойство росло. Полученные данные усложняли их миссию, указывая как на срочность, так и на новые риски. Они отправили спасателей, оснащенных спутниковой навигацией, чтобы найти его и оказать помощь. Не подозревая об этом, доктор Эриксон продолжил исследование и обнаружил остатки того, что, по-видимому, было древним лагерем. Здесь были следы пребывания людей в прошлом, ржавые горшки для приготовления пищи, потрепанные палатки и самодельные инструменты. Кто бы здесь ни жил, жуткий звук не прекращался, все глубже погружая его в тайну. Он наткнулся на старые дневники, завернутые в лед, но их содержимое было слишком хрупким, чтобы его можно было разобрать с первого взгляда. Дневники были важным свидетельством истории лагеря, и каждый из них мог стать потенциальным кладезем информации. Доктор Эриксон решил забрать дневники для дальнейшего изучения, если они будут сохранены и изучены должным образом. Вернувшись в базовый лагерь, команда расшифровала данные о тепловых характеристиках, выявив геотермальные источники, потенциально связанные с вулканической активностью под ледником. Под землей доктор Эриксон обнаружил глубокую расщелину, частично заполненную теплой проточной водой. И это открытие противоречило его многолетнему опыту в глициологии. «Теплая вода», – озадаченно спросил он вслух. «Такого не должно было случиться», – подумал он. Теплая вода свидетельствовала о неизвестной геотермальной активности, что полностью противоречило его существующим исследованиям. Последствия такого сдвига были тревожными. «Если ледник настолько нестабилен, я должен быть предельно осторожен», – понял доктор Эриксон. Жуткие звуки становились громче по мере того, как теплая вода просачивалась сквозь трещины, создавая тревожную симфонию. Доктор Эриксон понял, что ему нужно действовать с особой осторожностью, сталкиваясь с неизвестными опасностями. Жуткие звуки продолжались, зловеще отдаваясь эхом по пещере. От каждого скрипа и стона ледника у него по спине пробегали мурашки. Решимость подпитывала его, заставляя двигаться вперед, несмотря на постоянную угрозу. Спасатели наконец-то установили связь с доктором Эриксоном и призвали его немедленно подняться на поверхность. «Эриксон, это базовый лагерь. Ты меня слышишь?» В рации послышался голос Сары. Он замолчал, доставая из рюкзака устройство.
«Я слышу тебя, Сара», — ответил он ровным, но рассеянным голосом. «Тебе нужно немедленно вернуться. Условия ухудшаются», — настаивала она. Настаивал. Эриксон огляделся, взвешивая возможные варианты. В ее тоне безошибочно угадывалась настойчивость. Однако он умолял дать ему еще немного времени, полагая, что находится на пороге грандиозного открытия. «Сара, мне просто нужно еще немного времени», — настаивал он. «Я знаю, но я так близок к этому», — настаивал он. На линии снова затрещало. Повисла напряженная пауза. Наконец она вздохнула. «Хорошо, но будь осторожна. У тебя есть 1 час». «Понял», — ответил Эриксон, снова сосредоточившись на ледяном лабиринте. Он возобновил свое осторожное путешествие, понимая, что время идет. Продвигаясь дальше, доктор Эриксон обнаружил подкамеру, наполненную биолюминесцентными бактериями. Сюрреалистическое, красивое, почти потустороннее зрелище. Чему только он не удивлялся, подходя ближе к светящимся стенам. Свет заливал ледяную комнату мягким голубым светом, отбрасывая длинные тени. Это открытие было не похоже ни на что из того, что он когда-либо видел, что подняло его любопытство на новую высоту. Внезапно он был атакован внезапным потоком воздуха и льда, что указывало на нестабильную обстановку. Сила удара чуть не сбила его с ног. Ого! Осколки льда посыпались вниз. Некоторые едва не задели его. Непосредственная опасность, казалось, миновала, но нестабильность вызывала растущее беспокойство. Жуткие звуки продолжались, наполняя комнату тревожным гулом. Движимый смесью страха и любопытства, он решил последовать за звуками, заинтригованный их таинственным происхождением. За считанные минуты до того, как его время истекло, он забрался глубже в недавно обнаруженный отсек. Здесь он обнаружил кости, которые выглядели как человеческие, но с аномалиями, указывающими на то, что они были древними или, возможно, не совсем человеческими. Скелет выглядел необычным, с удлиненными конечностями и необычной формой черепа. Что это были за существа, задавался он вопросом. Эти открытия вызвали у него противоречивые чувства между благоговением и страхом, когда он задумался о том, не являются ли они остатками неизвестной цивилизации, о возможности того, что древняя, возможно, даже не человеческая культура когда-то процветала глубоко на этом ледниковом пике, что вызвало у него любопытство и вызвало страх. Он задавался вопросом, может ли этот ледник содержать ключ к затерянному миру. Тяжесть сделанных им открытий сильно давила на него, требуя скорейшего, но тщательного документирования. Он сделал подробные фотографии находок, тщательно фиксируя каждый ракурс и деталь. Сара проинструктировала его, следя за тепловыми маркерами. Команда двигалась четко, преодолевая разрывы и коварные льды. В то же время доктор Эриксон наткнулся на сохранившуюся, возможно, древнюю человеческую фигуру, заключенную в тонкий слой льда в дальнем конце камеры. «Что у нас здесь?» — он прошептал. Приближаясь к фигуре, жуткий свет освещал застывшее лицо, отбрасывая призрачные тени. Черты его лица были безмятежны, глаза закрыты, словно в вечном сне. Находка была одновременно интригующей и тревожащей, намекая на дальнейшие тайны, скрытые в ледяных глубинах. Одежда существа была не похожа ни на что он видел раньше, а на шее висел необычный кулон. «Это невероятно», — подумал он, внимательно рассматривая украшение. Его замысловатые узоры и древние руны свидетельствовали о значении, выходящем далеко за рамки простого украшения. «Кем ты была?» Он задумался вслух, не сводя глаз с кулона. Артефакт придавал его поискам особую актуальность, как будто раскрытие его секретов могло объяснить скрытую историю ледника. Его охватило отчаянное желание раскрыть его сущность. Казалось, в кулоне был ключ. Он почувствовал непреодолимое желание высвободить его из ледяных тисков. «Это может быть моим единственным шансом», — подумал он, разрываясь между отступлением и откровением. Тайны ледника были в пределах досягаемости.
Он решил осторожно забрать кулон, прежде чем сбежать. Наконец кулон освободился, сверкнув в тусклом свете. «Понял», — сказал Эриксон, убирая его в рюкзак. Закрепив артефакт, он повернулся к выходу. Его сердце бешено колотилось в такт ритму. Ему нужно было уходить немедленно. В последнем отчаянном усилии доктору Эриксону удалось освободить кулон с древними рунами, выгравированными на его поверхности от фигурки. Руны были необычными, не похожими ни на один язык, с которым он когда-либо сталкивался. Когда спасатели добрались до него, он понял, что фигура поразительно похожа на него самого. В древнем кулоне был микрочип, который при анализе раскрыл удивительную тайну. Вернувшись в базовый лагерь, ученые собрались вокруг, с нетерпением ожидая данных. «Что там написано?» — спросила Сара, и в ее голосе прозвучало нетерпение. На экране начали отображаться показания микрочипа. Это было послание из будущего, предупреждающее о неминуемом обрушении ледника из-за действий человека. Слова на экране были четкими и срочными. «Если это правда, нам нужно действовать немедленно», — сказала Сара. Ее глаза были широко раскрыты от беспокойства. В послании подчеркивалась острая необходимость немедленного вмешательства для предотвращения беспрецедентной катастрофы. Это открытие наводило на мысль, что путешественник во времени оставил сообщение, чтобы изменить ход истории. «Путешественник во времени». Кто-то недоверчиво пробормотал. Кулон, послание, фигура, напоминающая доктора Эриксона, все это указывало на преднамеренную попытку общения через время. «Мы должны поделиться этим со всем миром», — заявила Сара. Важность их миссии возросла, когда они осознали, что на карту поставлено само будущее. Доктор Эриксон понимал, что должен поделиться этой информацией ради будущего человечества. Осознание своей роли в потенциальном изменении будущего давило на них тяжелым грузом. Их цель была ясна – проинформировать мир и инициировать изменения, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Команда спасателей, теперь осведомленная о сообщении, быстро извлекла доктора Эриксона из-под ледника. «Ты с нами», — заверила Эриксона Сара, пока они вели его в безопасное место. Эриксон почувствовал смесь облегчения и тревоги, понимая, что их открытие — это только начало грандиозной работы. Вернувшись в базовый лагерь, ученые приступили к детальному анализу данных микрочипа кулона. Компьютеры гудели, а на экранах мелькали строки кода и расшифрованные сообщения. «Нам нужно понять каждый аспект этого», — настаивал один из ведущих ученых. Команда неустанно работала, собирая воедино предупреждения путешественника во времени. «Эти данные могут изменить все, что мы знаем», — заметила Сара. Атмосфера была напряженной от предвкушения и решимости расшифровать настоятельный призыв будущего к переменам. Они представили результаты исследования мировому научному сообществу, призвав к немедленным действиям по предотвращению обрушения ледника. Новость об открытии быстро распространилась, привлекая внимание ученых, политиков и общественности. «Мы должны действовать немедленно», — обратился Эриксон к участникам виртуальной конференции. Его послание было ясным. Предупреждение путешественника во времени нельзя было игнорировать. Побуждаемые неопровержимыми доказательствами, правительство и ученые начали координировать глобальные усилия, направленные на стабилизацию ледника и предотвращение катастрофы. Открытие доктора Эриксона привело к новаторским исследованиям и изменениям в политике, что, как мы надеемся, предотвратит предсказанную катастрофу. «Мы наблюдаем беспрецедентное сотрудничество между странами», — отметила Сара. Были утверждены исследовательские гранты, приняты законы об охране природы и разработаны новые технологии для мониторинга и защиты ледников во всем мире. «Это только начало», — сказал Эриксон. Его глаза были полны надежды и решимости. Миссия по обеспечению будущего только началась, но первые шаги были сделаны.